Итак, мы переместились в правую часть башни, где находится заряжающий. Его сиденье сильно выдвинуто вперед. Моя догадка, что это положение исключительно для маршей. Но если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что задний люк обычно открыт, и заряжающий просто на нем сидит. Сиденье складное, его можно убрать. Сейчас я вам покажу. Здесь должен быть небольшой шплинт, но я не стал его вставлять. Так что кресло можно опустить. Теперь у заряжающего появляется немного свободного места в его относительно тесном пространстве. Теперь без сидения двигаться здесь чуть удобнее. Могу только догадываться, что сиденье убирали в бою. Впереди находятся приводы вертикальной наводки и механизма поворота башни. Иногда на месте заряжающего устанавливался ручной механизм поворота башни, чтобы он мог помогать наводчику. Довольно удобное устройство. Выше находится спаренный пулемет МГ-34, а под ним конус для сбора стрелянных гильз, которые потом падают вниз по металлическому желобу в гильзоулавливатель. Мы убрали гильзоулавливатель, потому что это позволяет довольно просто поднять эту платформу. Под платформой находится укладка из 3 снарядов, а также двойные торсионы. Становится понятно, почему использование двойных торсионов в немецком танкостроении считалось противоречивым. Да, теперь мы знаем, что это отличная конструкция подвески, но тогда военные беспокоились о потере свободного места. Торсионы занимают несколько лишних сантиметров, которые могли бы быть использованы для укладки снарядов или понижения подбашенной корзины. Пока мы находимся здесь внизу, можно посмотреть на укладку снарядов в корпусе. Все 79 снарядов для пушки хранились в корпусе. Во всяком случае, я точно не видел полок для снарядов в башне. Да и места там для них было бы немного. 40 снарядов укладывалось горизонтально в подкрылках, а остальные хранились вертикально, и их основание стояло на подбашенном полике. Так что располагаются они ниже, чем сами полки. Осталось немного места и для коробок с патронами для пулемета МГ-34. Их было около 34. Также можно видеть стопор орудия. Снизу позади орудия находится гильзоулавливатель. Это простой люк с дверцей на пружине. Когда падает гильза, дверца в теории должна открываться, и гильза падает в улавливатель. Но я думаю, что нужно чуть надавить на дверцу, чтобы она открылась. Гильзоулавливатель выполняет 2 функции. Во-первых, он не дает пустым гильзам падать на пол башни, чтобы какой-нибудь механизм случайно не заклинило или заряжающий не споткнулся. Во-вторых, у него свинцовая крышка, которая уменьшает концентрацию газов внутри танка, наряду с продувкой воздухом ствола орудия. Очевидно, что немцы продумывали все заранее. Сейчас я принесу свое тело в жертву науки, то есть получу все ушибы, удары, порезы и синяки, которые можно получить в танке. Я собираюсь зарядить орудие. Итак, для начала нужно взять снаряд из укладки в корпусе. Они хранились по всему корпусу, поэтому неважно, в какую сторону повернута башня. Заряжающий может спокойно взять любой снаряд. В данном случае возьмем снаряд в подкрылке корпуса. Как вы видите, это не маленький снаряд, а также совсем не легкий. Поднимайте его. Перемещайте руку. Наверное, это проще сделать сверху, не уверен. И задвигайте снаряд в казённик. А теперь представьте, что вам это делать нужно быстро и часто. Так что, замечательно, застрял. Наводчик, конечно, будет занят наведением орудия, поэтому ему нельзя поворачивать башню, пока он не убедится, что вы взяли снаряд. И еще один способ зарядить снаряд, как мне кажется, это перенести его через... А может и нет. Все же лучше будет проносить снаряд под противооткатным ограждением, потом поднять его вверх и зарядить. Да, приходится все это делать. Нужно учитывать, что тогда танкисты были немного ниже. Но я все равно думаю, что они частенько бились головой.
Тут не так уж и много места, чтобы удобно управляться с такими длинными снарядами. Поэтому, что бы ни писали про скорострельность, думаю, это было справедливо только для снарядов в первой очереди, которые клали в удобное для заряжания место. Тем более, если ваш первый снаряд уничтожит цель, кому нужна быстрая перезарядка? Но при борьбе с пехотой и множественными целями быстрый огонь крайне важен. И для этого башня могла бы быть побольше. Как я уже упоминал, пока мы были снаружи, пистолетные бойницы заменили этим гранатометом. Конечно, целиться из него нельзя, хотя он регулируется по азимуту. Самый простой способ — это направить его вперед. Тогда заряжающий просто выпускает гранаты в нужном направлении, а прицеливание осуществляет наводчик. Что-то похожее мы делаем на танках «Абрамс», когда ставим пулемет калибра 12,7 на 12 часов. И в бою командир поворачивает всю башню, чтобы навести пулемет, а не использует альтернативные системы прицеливания. Единственный смотровой прибор заряжающего — это стационарный перископ, направленный немного вправо. И только так он может осматриваться. Не уверен, что я бы хотел быть заряжающим на «Пантере». Но все же это лучше, чем работа на других позициях в некоторых танках. С местом заряжающего закончили, теперь отправимся в корпус танка. Может быть, там будет лучше. Я спустился вниз в корпус на место радиста. И моя первая мысль здесь... Да вы, должно быть, шутите. Сиденье удобное, оно качается вперед и назад, чтобы можно было немного расслабиться. А спинка сиденья откидывается, чтобы проще было забираться и покидать это место. Но конструкторы, похоже, совсем не учли, что у радиста есть ноги. Я могу их поставить на небольшой участок справа, шириной около метра, между тормозом и бортовыми передачами. В отличие от других машин, карданный вал здесь закрыт защитным кожухом, так что мои ноги не зажмет вращающимся механизмом. Слева находится радиостанция. Она довольно простая, и надо отдать немцам должное, у меня не возникает проблем с пониманием этих циферблатов и ручек. Это радиостанция ФУК-5, а командиры рот и взводов имели также радиостанцию ФУК-2. Впереди установлен пулемет МГ-34 с оптическим прицелом КЗФ. Покажу, как используется подголовник. Мы называем его подголовником, но на самом деле это ваша голова выполняет функцию подставки для пулемета, а не наоборот. Пулемет частично сбалансирован пружиной впереди, но все же большая часть веса приходится на вашу голову. Итак, ставите подголовник в нужное положение, прислоняете голову к прицелу, и теперь вы можете смотреть вокруг. Сектор обзора этого прицела просто ужасный. И это действительно так. Справа у радиста есть перископ, наклоненный на 45 градусов, так что ему довольно сложно увидеть, куда движется танк. Я могу показать, как заряжался пулемет. Допустим, у радиста есть сумка с патронами для МГ-34, как этот. Ему нужно снять ремень, открыть крышку, сдвинуть патроны на одну сторону, а потом наклониться вперед и соединить сумку с системой. Когда патроны готовы к загрузке, сумка закрепляется на этой планке, защелка поднимается и фиксирует сумку. Патронная лента подается на лоток. Подголовник нужно убрать. Затем укладываем ленту, закрываем лоток. Конечно, с настоящим пулеметом это было бы проще. Заряжаем пулемет, а теперь можно вести огонь. Еще хотелось бы отметить, что до трансмиссии впереди никак не добраться. Доступ к ней полностью отсутствует.
Я думаю, может быть, с трансмиссией и бортовыми передачами возникало столько проблем именно потому, что их обслуживание было настолько трудоемким. Представьте, каково было вынимать трансмиссию из танка. Есть фотографии трансмиссии. Для этого нужно разобрать всю конструкцию. Нужно снять пулемет, радиостанции, отсоединить все главные трансмиссионные валы, затем целиком снять лист брони, крышу корпуса, на которой находятся люки мехвода и радиста, и только затем полностью вынуть трансмиссионную систему, чтобы заменить ее. А затем нужно каким-то образом поставить новую трансмиссию. Мне даже подумать об этом страшно. Слова «О боже, нам нужно менять трансмиссию» скорее всего вызывали неподдельный ужас у экипажей «Пантеры». Предполагаю, что когда «Пантера» все же выходила из строя, починка бортовых передач занимала намного дольше, чем на «Шермане» или Т-34. Машина бы очень долго находилась вне полей сражений, ожидая, пока заменят самую обычную бортовую передачу. Сейчас я перемещусь на место мехвода. Может быть, там будет чуть лучше, но особых надежд у меня нет. Место мехвода существенно лучше. И я не знаю, как им удалось это сделать. Думаю, что они просто сдвинули трансмиссию чуть вбок, поэтому я теперь могу удобно расположить обе ноги под трансмиссионным валом. Естественно, для мехвода это необходимо, потому что у него есть две педали — акселератор и сцепление. Его основной прибор наблюдения — перископ. Еще один находится левее. В более-менее спокойной обстановке мехвод может открыть люк в верхнем бронелисте. Делается это с помощью двух отжимных рычагов. Подпружиненный люк откроется, и его можно зафиксировать. Позже смотровой люк в корпусе убрали, и теперь даже в безопасной обстановке мехвод мог осматриваться только с помощью небольшого перископа, который, честно говоря, далек от идеала. В результате конструкторы решили установить второе сиденье позади мехвода. Оно было повыше и ставилось на укладку снарядов. Также они добавили удлинители для приборов управления, поэтому мехвод, сидя на втором сиденье, мог высунуть голову наружу и при этом управлять машиной. Может быть, есть способы попроще, но конструкторы решили сделать именно так. Механическая семискоростная трансмиссия. Она синхронизирована, кроме первой и задней передачи. Чтобы их включить, нужно поднять небольшую задвижку и затем выбрать передачу. Рычаг расположен слишком близко от кожуха трансмиссии. И я уже пару раз ударился локтем, пока пробовал включать передачи, но через какое-то время к этому можно приспособиться. Управление простым не назовешь. Значит, у нас здесь два рычага, 3 положения для каждого рычага, в зависимости от того, как вам нужно управлять танком. Если вы чуть оттянете рычаг за первую засечку, то отключите бортовой тормоз. Это приведет к потере мощности на гусенице внутри радиуса поворота. Тормоз не включается. Просто теперь у внешней гусеницы есть мощность, а у внутренней нет. Так что ваш радиус поворота будет зависеть от плотности грунта. Если вернуть рычаг в положение засечки, то включится обычный радиус поворота в зависимости от выбранной передачи. Мощность передается на оба ведущих колеса все время в разном соотношении, так что в зависимости от выбранной передачи поворачивать вы будете по-разному. На первой передаче радиус поворота 5 метров, на седьмой — 80 метров. Это был предпочитаемый способ управления машиной, поэтому мехводы должны были заранее понимать, какую передачу им нужно будет включить для поворота. Наконец, чтобы сделать резкий поворот, нужно переключить рычаг в самый верх, за засечку, и тогда включится блокировка гусеницы.
Очевидно, что педали тормоза здесь нет, так что я не вижу легкого способа остановить танк. Единственное, что приходит на ум, это включить нейтральную передачу, а потом потянуть оба рычага на себя, чтобы затормозить трансмиссией. Я не уверен, что это правильно, потому что в инструкции четко говорится, что нельзя тянуть на себя оба рычага одновременно. Идея разворота на месте здесь немного странная. Это не просто разворот с противоположным вращением гусениц, как обычно. В инструкции говорится, что разворот на месте, либо опорный разворот с блокировкой одной из гусениц, нужно выбирать в зависимости от плотности грунта. И еще один момент. При движении задним ходом поворот работает в обратную сторону. Например, если вы потянете левый рычаг, то танк повернет вправо. Это чтобы вы не расслаблялись. В целом, здесь все устроено довольно просто. Мне нравится логотип Maybach на тахометре. Шкала спидометра доходит до 100 км в час. Не думаю, что танк мог разогнаться до такой скорости. Если он когда-либо ехал так быстро, то кто-то явно делал что-то странное. Простые приборы управления, выключатели электросети справа, стартеры находятся здесь. И если нужно запустить холодный двигатель, понадобится 3 человека. Радист и заряжающий должны раскрутить инерционный стартер. При холодном моторе электростартер не используется. Дополнительные патроны находятся позади мехвода, а также в подкрылке слева. В общем, это последнее рабочее место. Пока я осматривал танк, у меня появилось несколько мыслей. Во-первых, я потрясен качеством реставрации. Я смотрю на все детали, даже если взять только отделение мехвода, их нужно было вынуть и построить в точности такими же. Это поразительно. Во-вторых, я очень впечатлен танком как боевой машиной. У него огромный потенциал. И, наконец, я не в восторге от этого танка. У его конструкции очень много изъянов. Все говорят о том, что она слишком сложная, но я не думаю, что дело в этом. Конструкторы просто забыли о некоторых базовых вещах, как мне кажется, о том, что должно быть правильно в танке. И у меня он создает впечатление слишком тесной машины, разработанной для одного типа боя на длинной дистанции. Достаточно посмотреть на оптические приборы наводчика. Да, может быть, на длинных дистанциях в русских степях такой узкий сектор обзора был неплох, но в целом я не уверен, что хотел бы воевать на этом танке. Да, я понимаю, что это противоречивый комментарий, учитывая репутацию «Пантеры». Да, я уже говорил, мехводы Т-34 и экипажи Шерманов боялись «Пантер», видя перед собой танк с большой пушкой и крепкой броней. Но я не думаю, что танкисты до конца понимали, как неудобно было внутри этой машины. Думаю, в частности, по этой причине менее технологичные танки союзников были способны подбивать «Пантер» в хорошем для них соотношении. Потому что экипажи «Пантер» не могли выжать максимум из своих машин. Думаю, на этом остановимся и выберемся из машины. Когда «Пантеры» выходили в бой, то, что все уважительно относились к этой машине, не означало, что они неуязвимы. Некоторым танкам было даже проще вывести их из строя, чем другие. И все же этот танк стоит увидеть хотя бы из-за его статуса легенды. Увидимся в следующей серии. Так быть не должно. На 3-й раз точно получится. Вот почему в танке нужно надевать шлем, а берет носить не стоит. И мне все равно, что говорят британцы.